Мы снова на обширных водных просторах дельты реки Селенги, самой крупной из рек, впадающих в Байкал. Дельта Селенги в своей нижней части – это в основном заболоченная луговая равнина с многочисленными протоками, старицами и небольшими озерками. Но на сухих возвышенностях здесь можно встретить и густые заросли деревьев. То, что мы увидели, очень напоминало нам историю из русских сказок. Леший, Баба-Яга, избушка на курьих ножках. Этот сказочный домик построил известный фотограф дикой природы Алексей Безруков. Он построил его для наблюдения за гнездящимися на деревьях птицами. Я защитку-то эту еще в прошлый год поставил. Она... цапель хотел снимать. Прошлый год нормально вот поставили зимой. Весной снимал, еще яйца были. Тут все вот эти все гнезда цаплями были заняты. А буквально только вот на нижнем ярусе, его там в сторонке чуть-чуть. А нынче пришел, а этот... Цапель-то нет вообще. Вот одно гнездо вон тут и все. И еще вон там пару штук я видел. Все бакланы заняли, не знаю почему. Наш необычный скрадок, буквально встроенный в гнездовую колонию, позволяет хорошо рассмотреть и прочувствовать жизнь этих птиц. Всего на территории России гнездится 6 видов бакланов. Этот самый крупный, величиной с гуся. Называется он большой баклан. За черное оперение ему дали еще одно имя – морской ворон. Этот случайный кадр – наглядное тому подтверждение. Баклан – птица гордая, грациозная, но неоднозначная. Многие считают его главным виновником снижения рыбных запасов Байкала. Бакланов действительно сильно прибавилось. Но так было не всегда. В середине прошлого века эти птицы стали стремительно исчезать. Возможно, это результат строительства Иркутской ГЭС, который вызвал подъем уровня воды в Байкале. Формирование новой береговой линии и существенное изменение экосистемы озера оказалось губительным для популяции бакланов. За несколько лет они исчезли совсем. Потребовалось почти полвека, чтобы Байкал адаптировался к новым условиям. И то, что бакланы снова вернулись, означает восстановление экосистемы озера. Впрочем, ситуация с запасами промысловых видов рыб по-прежнему сложна. Омуля и хариуса становится все меньше и меньше. Байкальские рыбаки негодуют и призывают регулировать численность бакланов. Но такие меры вряд ли помогут. Скорее всего, здесь вина самого человека. Мы не вправе осуждать этих птиц, хотя бы потому, что их право есть рыбу гораздо древнее нас с вами. Бакланы – птицы общительные и миролюбивые.
Они не противятся, если по соседству устраивают гнезда другие виды пернатых. Возможно, и наш скородок они приняли за место гнездования какой-то диковинной птицы. Бакланы не боялись оператора и спокойно кормили своих птенцов. В отличие от чиграф, о которых шла речь в предыдущем ролике, бакланы кормят птенцов не цельной рыбой, а полупереваренной, которую приносят в горловом мешке. Пока детишки маленькие, с кормлением проблем не возникает. Они терпеливо ждут, не соперничают, и родители могут спокойно накормить сразу всех птенцов. А вот как выглядит кормление подросших деток. Здесь каждый старается первым просунуть клюв в глотку родителя. Те, кто попроворнее, получают больше и растут быстрее. Воду родители приносят птенцам отдельно. Далеко летать за ней не приходится. Вода здесь повсюду. За кормом бакланы летают 2 раза в день. Пока птенцы маленькие, кто-то из родителей обязательно остается на гнезде. Вахту несут попеременно. Когда же детки подрастают и уже способны сами за себя постоять, родители начинают летать за добычей вместе. Бакланы – опытные рыболовы. Длинный изогнутый клюв, массивные лапы с перепонками – все это делает птиц идеальными охотниками. А мигательная перепонка устроена так, что не только защищает роговицу глаза, но и действует как водолазная маска. Через нее под водой все хорошо видно. Удивительно и другое. Оперение бакланов для воды проницаемо. Не смазывается жиром, как у всех водоплавающих птиц. Может показаться, что это какой-то эволюционный просчет. Но нет. Баклан – отличный ныряльщик. И все благодаря тому, что вода, проникая в оперение, вытесняет оттуда воздух. Правда, потом приходится долго сушиться, раскинув крылья. Это обязательный ритуал. В другое время баклан – спокойная и молчаливая птица. Но в период кормления в колонии стоит ужасный шум. Поэтому разговоры гнездящихся рядом цапель бывает очень трудно услышать. Серые цапли и бакланы часто соседствуют друг с другом. Скорее всего, такое совместное проживание выгодно им обоим.
В добывании пищи они не соперники. Цапли рыбачат поодиночке на мелководьях пресных водоемов, а бакланы охотятся стаями на открытых пространствах. Цапли кормят своих птенцов чаще. Они срыгивают добычу прямо в гнездо, и птенцы начинают нешуточную борьбу за право ее съесть. Птенцы у цапель очень агрессивные. Чтобы получить больше корма, более сильные не церемонятся и просто выталкивают конкурентов из гнезда. А в голодное время могут запросто заклевать, а потом и съесть. Сейчас, конечно, они уже взрослые красавцы. Безусловно, цапля выглядит привлекательней баклана. Народные легенды наделяют ее мудростью и острым умом, а художники часто изображают на своих полотнах. Но было время, когда, как и баклана, цаплю тоже считали вредной птицей и массово истребляли. Цапля активна в любое время суток. А вот бакланы ночью предпочитают отдыхать. В конце дня птицы возвращаются к своим гнездам и приступают к вечерним процедурам. Да, бакланов становится все больше. И здесь они уже начали теснить колонию цапель. Но думается, что птицы сами разберутся, как им уживаться. А нам, людям, надо постараться не спешить с выводами и внимательно относиться к естественным природным процессам. Мы продолжим наблюдение за животными, но уже в других природных декорациях.